Решив вопрос с подвижностью тазобедренных суставов и укрепив приводящие мышцы бедра, мы плавно переходим к формированию непосредственно траектории бокового удара. Для этого мы принимаем исходное положение стойка хейсок удач, сгибаем руки в локтях и дальше выполняем движение бедром. Отводим ногу на носок, дальше выносим колено и бедро вверх, оставляя сжатой голень и бедро. С этой точки мы забираем ногу точно так же назад. Какая траектория движения вперед, такая же траектория движения назад. Мы стоим и делаем движение. Раз, два, три. Раз, два, три. И то же самое без пауз. Оп, оп, оп. Для того, чтобы было проще понять, как это все происходит, можно использовать стул, можно использовать тумбу и работать следующим образом. Мы стоим боком к тумбе, точно так же уносим ногу назад и выносим ногу вперед. И забираем в обратную сторону. Наша задача сохранить вот эту рамку параллельно полу. Вперед и назад. Вперед и назад. После того, как такая траектория сформирована, мы переходим к увеличению скорости исполнения. Опять стойка хейсок удач, опять вертикальный корпус, и мы взвинчиваем движение максимально быстро. При этом очень важно, чтобы скорость движения вперед и скорость движения назад не сильно отличались. Чтобы с верхней точки бедро уходило назад так же резко, как и выходило вперед. Мы переходим к следующему звену, выполняющему удар. Это работа голени. Момент сжатия и разжатия пружины по голень, бедро, голень, бедро. Нас интересует работа пятки по отношению к ягодице. Для того, чтобы развить вот это движение, мы выбираем какую-то опору, тумбу, спинку стула, стенку и, зафиксировав свою вертикальную ось, выносим рамочку, которую до этого формировали. После этого мы выпрямляем ногу и возвращаем. И наша задача делать движение расслабленной ногой на полной амплитуде. Обязательно работая пяткой к ягодице. Фаза выпрямления и сжатия до ягодицы. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Чем быстрее и выше вы сможете это делать, тем, во-первых, сильнее ваши мышцы, тем большая амплитуда в вашем движении. Соответственно, теоретически вы должны бить несколько быстрее, чем ваши оппоненты. Стойка корпус удачи выглядит следующим образом. Мы сидим на задней ноге. Передняя стопа направлена пальцами вперед, и когда мы двигаемся, то движение начинается с переноса веса на переднюю ногу. Вот мы вес перенесли. Следующее движение, стопа идет к стопе, и мы дальше выходим вперед. Перенос веса и движение вперед. Перенос веса и движение вперед. Почему это важно? Потому что в любом случае, чтобы ударить ногой вперед, нам нужно перенести туда часть своего веса. Базовая стойка, кукуцудач, положение рук. Мы переносим вес, толкаясь и раскручивая здесь на носке стопы.
И первое, что мы делаем, мы выносим рамочку, которую формировали до этого. Происходит все следующим образом. Вес, выталкивание, рамка. И переход в кокуцу дальше. Снова вес, выталкивание, рамка, кокуцу дальше. И все движение целиком бам. Целиком, 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 бам. После того, как мы научились выносить бедро, мы добавляем ту голень, которой махали, держась за тумбу. И у нас есть два варианта выполнения движения. Первое движение мы выполняем в традиционной модели перенос веса и удар на кош. Бум. 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 И второй вариант, тот, который постоянно выполняется на соревнованиях, движение на подъем стопы. Мы вытягиваемся, возвращаем ногу. Вытягиваемся, возвращаем ногу. Для того, чтобы в момент выталкивания и движения вперед был наиболее цельным и связывал приводящие мышцы бедра, голень, мы делаем еще одно важное упражнение. Мы садимся на всю стопу, ногу сдвигаем вперед и чуть в сторону, и после этого работаем по аналогии со стойкой кокуцу дальше. Мы переносим вес на переднюю ногу и дальше делаем полукруг бедром. Снова переносим вес и снова делаем полукруг вперед. Снова переносим вес и снова делаем полукруг вперед. Очень важно, чтобы этот полукруг был от тазобедренного сустава до стопы как единая прямая линия. Еще раз. Двигаясь подобным образом, мы сформируем полностью всю траекторию удара.